Вот, это та самая дорога, которую прокладывали 1200 заключенных, отбывающих срок в нашумевшей своим жестким режимом тюрьме Абашири Кеймусю. Мы сейчас направляемся именно туда, и если честно, то, следуя по этой дороге до бывшего исправительного заведения, становится немного не по себе. Так, это мы приехали к озеру, туалеты есть. Озеро Абашири-ку. Озеро Абашири. Какая красота, господи, это просто что-то такое неописуемое. Такая инфраструктура, можно посидеть на лавочках, прям на свежем воздухе, перекусить. Да, но немного справки. Что же это за тюрьма такая? Шуму много, но информации не очень. Тюрьма Абашири – это своего рода Алькатрас, но только на японский лад. И если тюрьма Алькатрас находилась на острове посреди озера, с которого было практически невозможно сбежать, то тюрьма Абашири находится тоже на острове, только на самом северном и суровом острове Хоккайдо, с очень сложным климатом и в буквальном смысле на самом краю, который со всех сторон окружает Охотское море, два огромных озера Абашири-ко и Нотору, между которыми еще и затесалась река Абаширигама, а по бокам бескрайние поля. Отсюда сбежать тоже нереально. Тут ничего абсолютно нет, вот ничего, одни поля. Если отсюда сбежишь, то, наверное, бежать только по полям, и все, только по полям, где сразу тебя схватят, в принципе-то. Вот они дороги и вот поля. Здесь Охотское море рядом, поэтому название Охотск встречаются очень часто. После реставрации Мэйдзи в Японии значительно увеличилось число политических заключенных. В это же время в стране стояла острая проблема освоения северных территорий и сдерживания восточной экспансии Российской империи. В 1881 году правительством был принят ряд законов, согласно которым осужденные на 12 и более лет отбывали наказание в тюрьмах Хоккайдо. При этом разрешалось использовать их в качестве рабочей силы. В тюрьму Абашири привозили только самых закоренелых преступников. Работа была тяжелой, камеры переполнены, а надзиратели были строги и не терпели даже малейших нарушений правил. Какие-то дома. Вход в тюрьму начинается с моста. Это прототип зеркального моста, который с 1897 года по настоящее время перестраивался 4 раза. Название «Зеркальный мост», первоначально ведущий через реку Асахикава, происходил от того факта, что заключенные, прибывающие в тюрьму, могли видеть свое отражение в воде реки. Лица виновных, когда они входили, и лица исправившихся людей, когда они покидали тюремные застенки. Последнее, конечно же, было великой редкостью и надеждой каждого заключенного. Чаще всего это было просто невозможно. За мостом сразу идут величественные ворота из красного и черно-коричневого кирпича. На этих воротах, пожалуй, нужно сделать небольшой акцент. Даже маску нацепили. Дело в том, что это массивная кладка из соляного кирпича, что на данный момент, да и вообще в целом в Японии, является дорогой редкостью. Качество и технология изготовления, как всегда, зашкаливает. Этим воротам уже целый век, а на них не видно ни одного высола. Секрет успеха износа в том, что каждый кирпичик в этих воротах, отдающий глазурным блеском, обжигался при температуре 1160 градусов или даже выше, где соль имеет свойство разложиться.
Форма кирпича на 20-30% меньше обычного ГОСТа. Сами японцы утверждают, что в нынешнее время такая технология обжига уже невозможна, поэтому эти тюремные ворота несут в себе еще и символ понимания истории кирпичного зодчества. Слева и справа мощных ворот имеются две комнаты с инсталляциями манекенов. Одна для регистрации с фигурой грозного охранника, а другая для свиданий с родственниками. Чтобы легче было понять порядки и условия тюремного содержания, такие инсталляции с фигурами заключенных и надзирателей расставлены по всему музею, и выполнены они очень натурально. Это административное здание. Абасири – это единственный музей тюрьмы во всей Японии, которая была построена в XIX веке в 1890 году. В это время границы в Восточной Азии еще не были четко определены. Япония претендовала на Хоккайдо, но правительство Мэйдзи опасалось, что имперская Россия вторгнется в северную часть острова, которая все еще оставалась малонаселенным пунктом. Здесь не было ничего, кроме нескольких рыбацких деревушек и огромных лесов, населенных медведями. Эту землю нужно было быстро освоить, застроить и связать с уже заселенными частями Хоккайдо. Таким образом, весной 1890 года первая партия заключенных была отправлена в стратегически расположенную рыбацкую деревню Абасири. Пленные прибыли со всей Японии, и их первоначальной задачей было построить дорогу, соединяющую Абасири с уже развитым форпостом недалеко от Асахикава в центральном Хоккайдо. На дорожные работы было направлено 1115 заключенных. Это был очень тяжелый и изнурительный труд. Лес валился вручную практически 24 часа в сутки с небольшим перерывом на отдых. Местность расчищалась и дорога строилась быстрыми темпами, но из-за недосыпа, нехватки еды и из-за несчастных случаев возросла и смертность. Вот здесь же, да? Вот мы остановились в Китаме, получается, и вот до сюда ехали, до Абасири. Это с Саппоро, получается, вот так вот. Это ужас. В общей сложности было задействовано 1115 человек на постройку этой дороги. Вот именно вот этой дороги. Вот. 211 человек умерло. Вот тут даже наглядно все написано, рассказано и показано. За 8 месяцев они проложили 228 километров. У каждого заключенного к ноге были прикованы тяжелые железные оковы с огромным шаром-грузилом, чтобы они не смогли сбежать, подавшись в леса. Несмотря на холодную зиму, дорога была отстроена в рекордно короткие сроки – за 8 месяцев. Япония теперь по праву могла претендовать на северо-восток Хоккайдо, как на свою землю. Число погибших среди заключенных на тот момент составило рекордное по японским меркам число – 211 человек. В то время они считались расходуемым человеческим ресурсом, и теперь в музее в память о них есть специальный зал, где показываются драматические документальные фильмы со множеством сохранившихся слайдов и фотографии, демонстрируя нелегкий труд тюремных узников. Блин, что-то аж мурашки по коже идут, господи. Такой кинескоп, где показывается документальный фильм, как прокладывалась дорога приблизительно. Таблицы со сроками всех заключенных. Абасири считается тюрьмой, куда ссылали заключенных на самый долгий срок. Ну, то есть, если ты сюда попадал, то уже на пожизненно. Каждую инсталляцию прям целый фильм создан, документальный.
куда мы сейчас? Это туристы, которые в комнате фотографируют. Короче, вот тут можно сфотографироваться. И будет вот такая фотография даже за 300 йен. Вот. Сбоку. Прикольно. Что, сфотографируемся? Ой, класс, класс, класс. Не попо.